я начну небольшое представление украинской энергосистемы. Дело в том, что понятно, что вот текущие события, они как-то вот давлеют, но для того, чтобы понимать, а что произошло, нужно понимать, а как выглядело то, с чем что-то произошло. Понимаю, несколько сумбурно, но давайте мы посмотрим, сколько электростанций было на подконтрольной Киеву территории по состоянию на 2021 год. Это установленная мощность всех электростанций. Из них, а общее количество получается примерно, еще раз подчеркиваю, 55 гигаватт. Основной источник электрической энергии, несмотря на то, что всего 25% от установленной мощности, это как раз атомные электростанции. Они обеспечивали более половины выработки электрической энергии. И на плечи атомных электростанций, если бы у них были плечи, как раз легло основное бремя поддержки поставок электрической энергии. Я напомню, что в 2021 году это вещь, которую мне... Как сказать, она, мне кажется, очень ироничной. В 2021 году осенью власти Украины сделали очень интересную вещь. Они не подготовились к зиме. Не было, знаете, тут как-то... Никто не ожидал. Нет, я согласен. Это вообще очень странное явление, которое хопа и вдруг наступает. И вот... А к зиме надо готовиться немножечко заранее. И приходит она не 1 декабря, она приходит еще осенью. И вдруг неожиданно выяснилось осенью, что запасов угля нету. И в какой-то момент, точнее, продолжительный период времени, порядка 1,5 месяцев, периодически приходилось отключать до 9 гигаватт теплоэлектростанций. Это к чему? А это к тому, что достоверные данные о повреждении на текущий момент, точнее, не на текущий момент, вот до сегодняшнего дня, были о примерно 10 гигаваттах электрической мощности. Еще примерно 10 гигаватт из 55 находится сейчас на подконтрольной России территории. 10 еще из 55 выведены из строя. Может быть, выведено больше, но война — путь обмана, поэтому точно мы не знаем. Кстати, мы не знаем, сколько сегодня выведено из строя. Вот. Это к чему? Это к тому, что власти Украины в 2021 году справлялись примерно как российские ракеты до текущего момента. Это, если позволите, иронично. Если не позволите, это все равно будет иронично. Несколько слов по поводу того, что вырабатывается и с чем работает ведомство товарища Белоусова. Понятно, что мы не работаем по атомным электростанциям, потому что мы не киевский режим. А работать мы можем себе позволить по тепловым электростанциям, по гидроэлектростанциям, солнечные, ветровые, с учетом погоды. Сейчас особой погоды не делают, извините за каламбур. Хребет энергосистемы Украины – это подстанция класса 750 киловольт. Они принимают электроэнергию от атомных электростанций, распределяют ее по подстанциям более низкого класса напряжения. Их было на подконтрольной Киеву территории 10 штук, осталось 6. 4 вышли из чата. Возможно, 6. Мы, скорее всего. Это совершенно точно, потому что у нас есть Конституция, в ней написано, где наша территория. Территория ушла вместе с подстанциями. Если говорить о том, почему осталось в строю только 2 атомных энергоблока, это, вероятнее всего, Хмельницкая атомная электростанция, остальные, то есть 4 блока Ровенской и 3 южноукраинской, видимо, либо совсем не работают, либо у них значительно снижена мощность. Больше всего это похоже на то, что что-то произошло с западноукраинской подстанции. Именно на нее приходит электроэнергия от 2 этих атомных электростанций и дальше распределяется по 2 направлениям. На Винницкую подстанцию, которая на день сегодняшний, наверное, самая главная на Украине. И отсюда же уходит линия электропередачи классом 750 киловольт в Венгрию. А если можно, давайте мы поставим карту, специально подготовленную карту, там, где сколько электроэнергии, прошу прощения, но... Карта о том, что живет Украина не только за счет вырабатываемой на ее территории электрической
энергии. Там у нас график, мы график обязательно покажем. Мы знаем, что нашим зрителям графики очень нравятся, как и нам. Вот эта замечательная карта, чтобы было немножечко яснее, ну, хотя бы примерно о какой территории вот и уходе на Венгрию. Вот Угорщина — это как раз-таки Венгрия, рядом у нас Румыния, Словакия и Польша выше. Ну, вот эта синенькая линия, если вы увидите, от западноукраинской подстанции уходит в Угорщину. И сюда же, если внимательно присмотреться, приходят две линии по 750 синенькие. Это те самые линии, которые идут от Ровенской и Южноукраинской атомных электростанций. Если не работает западноукраинская подстанция, то, соответственно, вот этим двум атомным электростанциям электроэнергию особо девать некуда, поэтому, собственно говоря, эти реакторы и либо остановлены, либо значительно снижен объем выработки. Точные данные, разумеется, получить нельзя. Самое интересное, что на сайт Укрэнерго очень тяжело зайти, даже если использовать 3 веселых буквы. Там все очень строго. Хотя некоторые другие энергетические сайты Украины допускают вхождение с использованием 3 веселых букв. Не будем их в эфире называть, но это... Они достаточно известны. Да-да-да, они достаточно известны, чтобы мы их называли. Наши зрители уже пишут вопросы как раз по поводу энергосистемы Украины. Если что, кстати, нам можно писать вопросы, комментарии, предложения, замечания с помощью вот этого QR-кода, который вы видите у себя в углу экрана. Давайте мы немножечко про производство электрической энергии. Опять же, тут продолжим знакомиться с украинской энергосистемой. Вот мы посмотрели на карту. Давайте про производство посмотрим на график. И я этот Установленная мощность и объемы выработки не совпадают. Если можно, вот там, где производство электроэнергии, которое менялось со временем, график повесим. И пока его будут показывать, я замечу, что пик производства электрической энергии на территории Украинской Советской Социалистической Республики пришелся, как это неудивительно, на период той самой высокоразвитой древней цивилизации, то есть на 90-91 годы. Тогда, кстати, и атомные электростанции вырабатывали порядка 80-90 миллиардов киловатт-часов. То есть с тех пор этот показатель снизился. Интересно, почему? Непонятно. Это какая-то тайна. Может быть, Борис нам откроет эту тайну потом. Так вот. И этот показатель уже за первую половину 90-х годов опустился ниже 200. Да, я же не сказал сколько. Почти 300 миллиардов киловатт-часов было выработано в 90-91 году, а за первую половину 90-х этот показатель ушел ниже 200 миллиардов киловатт-часов. И, разумеется, после 2014 года на подконтрольной Киеву территории потребление еще сократилось, ввиду изменений территориальных. Однако, еще раз, более 100 миллиардов киловатт-часов были потеряны просто из-за экономических проблем. Никогда потом, до 2013 года включительно, украинская энергосистема не превосходила даже 200 миллиардов киловатт по уровню производства. При том, что установленная мощность электростанций могла обеспечить производство такого объема, и даже 300 миллиардов киловатт-часов. Потом, после 2014 года, объемы производства еще сократились где-то до 160-150 миллиардов киловатт-часов. При этом Украина была нетто-экспортером электрической энергии долгий период времени. Заметьте, если у вас падает потребление, а пиковый спрос на установленную мощность у вас составляет 28 гигаватт. 55 установленная мощность, пиковый спрос 28 гигаватт до Майдана. То, наверное, вы можете экспортировать электрическую энергию. И не в последнюю очередь те олигархи украинские, которые очень хотели экспортировать. В Россию экспортировать бессмысленно. Россия сама, кому хочет, начнет эту самую электрическую энергию экспортировать. В Белоруссию, где стали строить атомную электростанцию, тоже не смешно. Надо экспортировать в Европу. Но Украина — это ведь 2 энергосистемы. Было 2 энергосистемы. Сейчас они синхронизировали свою энергосистему с центральноевропейской УЦТЕ. Кстати, когда вам говорят, что есть некая европейская единая энергосистема, не верьте, их там 6. Самая крупная УЦТЕ, и, собственно говоря, именно в ее составе работают объединенные энергосистемы Румынии, Словакии, Венгрии, Польши, с которыми объединенная энергосистема Украинской Советской Социалистической Республики была соединена в 60-е и 70-е годы для того, чтобы работать в составе объединенной энергосистемы «Мир».
Многое что изменилось, границы стали другими, линии электропередач, которые были построены в советские времена, никуда не исчезли, они на месте. Кроме одной из линий электропередач 750 киловольт, уходящую или связывающую с Румынией, догадались разобрать. Для чего сказать сложно, но просто как факт. На одну стало меньше. Вот. И если вот нам вернут эту карту, которую мы уже видели... Там, где Бурштинский энергоостров, нет, карту, там, где такие электроподстанции, наверное, сейчас большое спасибо. Написано остров Бурштин, чуть ниже надписи, левее, вниз и налево такая зеленая точечка, от которой расходится множество линий. Это подстанция Мукачево, и были какие-то сведения о том, что что-то туда прилетело, слава богу, Россия здесь ни при чем, у нас ракеты кончились в 2022 году, чьи ракеты летают, никто не знает. Видимо, НЛО. Так вот, подстанция Мукачево, если она вышла из строя, это значит, что нет соединения теперь по трем линиям с Венгрией. Одна 400 киловольт, две 220 киловольт. И исчезло соединение со Словакией. Одна линия 220 киловольт, видно, надеюсь. И две линии, уходящие в Румынию, там тоже видны, 220 киловольт. Это в том случае, если Мукачево действительно перестало работать. Вот такая точечка на карте. Почему она была так выстроена в советские времена, понятно? Нет, вдруг нас смотрят на всякий случай напоминаю, что в те тяжелые доисторические времена существовал Совет экономической взаимопомощи. Все перечисленные страны, Польская Народная Республика, Чехословацкая Социалистическая Республика, Венгерская Народная Республика, Социалистическая Республика Румынии входили в состав Совета экономической взаимопомощи. Для того, чтобы обмениваться электроэнергией, самая удобная точка – это как раз Ужгородская область, по-моему, так она там называется, или как-то по-другому. И вот эта точка Мукачево, вы видите, одна точка и выход сразу в 3 соседних государства безо всяких сложностей. Вот там точечка, которая над Бурштинской ТЭС, тоже такая зелененькая. Оттуда уходила линия 220 киловольт в Польшу. Вот про нее мы ничего не знаем. Западноукраинская есть. Про Польшу мы сейчас можем пару слов сказать про итоги к настоящему моменту, да и про прочие страны тоже. То есть, смотрите, подведем итог сказанного ранее. Установленная мощность электростанций на Украине была избыточна для того потребления, в 2 раза превышала тот объем потребления, по сути, который сформировался даже к 2013 году, и тем более превышал тот объем потребления, который необходим был до 2022 года. Разумеется, оставшийся на территории подконтрольной Киеву объем установленной мощности превышает и текущие объемы потребления кратно. Далее. Владельцам электростанций, кроме атомных электростанций, они принадлежат Энергоатому, это государственная компания. По удивительному стечению обстоятельств к 2022 году заговорили о необходимости приватизировать. Знаете, государство неэффективный собственник. Зачем атомные электростанции этому неэффективному собственнику? Надо эффективных позвать. Вот. У них более надежные руки. У них более надежные руки. Опять же, по удивительному стечению обстоятельств эти потенциальные частные инвесторы были владельцами теплоэлектростанций крупнейших. Знаете, так совпало. И они же очень хотели продавать электрическую энергию за рубеж. То есть, если синхронизироваться с Европейским Союзом, вот Борис объяснил, почему это нельзя столь прямолинейно говорить, но для простоты. Центральноевропейская. Да. То есть, соседям, почему? Если можно продавать электрическую энергию соседям, то давайте создадим условия, при которых вы сможете еще больше продавать. Вы уже продаете много. Давайте заодно посмотрим на импорт и экспорт электрической энергии. У нас есть такой график. Нет, не на показатели 2024 года, а на красивый, вот на эту чудесную картинку. Пусть она пока повисит. Заметьте, в 2021 году объемы экспорта электрической энергии с Украины превышали объемы импорта электрической энергии на Украину. И когда бы были синхронизированы вот этот Бурштинский энергоостров, это основной источник экспорта. А вы представьте, подсоединить к этой системе объединенную энергосистему Украины с ее избыточными мощностями. Это ж сколько продать можно! Наконец, отдельная радость была для местных эффективных собственников, что атомные электростанции в начале 2022 года признали зелеными, а значит,
Ну, значит, все. Сейчас мы синхронизируемся в 2022 году и начнем продавать электрическую энергию в Венгрию, Словакию и в прочие перечисленные, собственно говоря, на этом графике страны, кроме России и Белоруссии. Потому что ни Россия, ни Белоруссия ничего не импортировали со стороны Украины. Там были перетоки, насколько я понимаю, но это некоммерческий вид деятельности. Обратим внимание на 2024 год. И посмотрев на резко изменившиеся соотношения импорта и экспорта, больше, чем в 2022-2023 годах, мы давайте детальнее посмотрим на то, откуда идет и в каких объемах электрическая энергия. Вот, если можно, следующую табличку, объем импорта и экспорта. Здесь мы постарались распределить импортеров, точнее, внешних поставщиков электрической энергии по ранжиру, то есть от кого больше всего на Украину поступало этой самой электрической энергии с 1 января 2024 года по 10 ноября 2024 года. И получаем вот такие объемы. Как вы видите, все-таки экспорт, точнее, с Украины, импорт вот в Венгрии, Словакии, Румынии, с Украины тоже имел место, но основное направление поставок из европейских стран на Украину. Общий объем на данный момент где-то получается 4 тераватт-часа, или 4 миллиарда киловатт-часов. В безусловных лидерах Венгрия, это понятно, две линии по 220 киловольт, одна 440 и одна 750, она закрывает все. Остальные скромнее. Присутствующая Молдавия и Румыния – это отдельный такой треугольник, практически бермудский. Есть прямое соединение Украины с Румынией, есть соединение Украины с Румынией через Молдавию. Понять, кто из них кому что поставляет, в этом треугольнике очень сложно. Вроде бы общие цифры такие, но иногда можно видеть, что очень много поставляет Украина, Румыния. Но при этом неожиданно еще больший объем на Украину приходит из Молдавии. То есть, что там происходит, сказать сложно, но, видимо, довращались. То, что мы слышали сегодня в Одессе, неожиданно прекратилась подача электроэнергии, тепла, воды и так далее. Но, видимо, где-то что-то получилось. Что касается дальнейшей судьбы, с какой скоростью, если действительно с Мукачево произошли события, вычеркивайте целиком Румынию, вычеркиваете целиком Словакию, вычеркиваете целиком Молдавию, 60% в Венгрии, если линия 750 сохранилась, то через нее что-то может идти. А так потери будут значительными. Что касается того, как работать с подстанциями, здесь есть чисто технические сложности. Я надеюсь, что никаких военных тайн не рассказываю. Нас тут спрашивают, почему бьют не по дата-центрам, а по трансформаторам? Каким дата-центрам? Какие дата-центры? Подстанция управляется общеподстанционным пунктом управления мозги. Это автотрансформаторы. Если речь идет о становом хребте, то есть о подстанциях 750 киловольт, они принимают 750, отдают 330, стоят автотрансформаторы. То есть, вроде бы как достаточно одного. Но дело в том, что эти автотрансформаторы однофазные. Соответственно, на каждой линии 750, 3 трансформатора и 330, 3 трансформатора. Итого 6. Плюс 1 резервный. То есть, для того, чтобы вывести ее из строя, надо ликвидировать минимум 5 этих изделий, 220 тонн они весят, заполнены замечательным трансформаторным маслом, достаточно хорошо укрыты. Белое масло, так называемое. Подстанция класса 330 киловольт на 110 киловольт, с ними, как ни странно, проще, там двухфазные автотрансформаторы, один на 331, на 110, один резервный, итого 3, а не 7. 330-110 это уже внутри небольшие потребители, не самые крупные. В общем, работы много. Если говорить по тому, что было по состоянию на январь 2022 года, 400 автотрансформаторов находилось на территории подконтрольной ныне Киеву. Есть подозрение, что когда мы освобождаем очередной кусочек территории, то все, что можно утащить, они утаскивают. Так что не исключено, что 400 таких изделий, это большая работа. Разве в Европе частота 50 Гц? В Европе 50.
Это не Соединенные Штаты, не Япония, все в порядке. Ну, тут странную вещь пишут. Возможно, написали до того, как мы это все проговорили. Теперь европейцам придется делиться с Украиной не только оружием, но и электричеством. Я бы еще раз попросил показать карту, но не надо. Я думаю, все уже поняли, что с этими поставками будут некоторые проблемы. Но еще раз. Если подтвердится информация по Мукачево и по западноукраинской подстанции, да, будут сложности. Да, мы тут видим сообщение из Харькова о том, что нету уже собственной генерации у Харькова, приходится получать электрическую энергию из других регионов. Но я напоминаю, есть такая максима Сунь Цзы, если я правильно помню, ее сформулировал, что война – путь обмана, поэтому когда кто-нибудь, будь то актер, играющий роль президента, или мэр какой-нибудь, сообщает о том, что ну все, у нас все поломано, у нас все плохо, вот такого рода данные воспринимать серьезно не стоит. Сейчас пик спроса на установленную мощность на Украине при текущих объемах потребления в среднем должен составлять где-то 17-19 гигаватт. На территории подконтрольной Киеву, скорее всего, с огромной долей вероятности, доступны больше мощностей. То есть, когда, опять же, там говорят, ой, у нас 90% всей энергосистемы, ой, все развалилось. Не бросай меня в терновый куст, братец Лис. Да, это именно так и выглядит. Ну, если мы хотим хотя бы как-то представлять перспективы объединенной энергосистемы Украины, понятно, что нам вслух ничего не скажут, а если скажут, что не скоро, я бы советовал следить за событиями в Винницкой области. В Винницкой области находится подстанция с одноименным наименованием, класс 750 киловольт. Сюда приходит электроэнергия с южноукраинской атомной электростанции и с Хмельницкой атомной электростанции, и отсюда уходят линии 330 киловольт в центральную и восточную Украину. В том случае, если произойдут какие-то события вот в этой Винницкой области, центральная и восточная часть Украины останутся без поставок с 2 атомных электростанций и всего того, что приходит из Европы. Ровно одна подстанция. Она сейчас самая главная. Не касаясь столичного региона, подстанция Киевская, вот они у нас новостей я сегодня не видел. А так, с учетом того, что восток Украины обеспечивался и одной гидроэлектростанцией небезызвестной, которая исчезла, и Запорожская атомная электростанция сейчас в состоянии холодного останова, для того, чтобы обеспечивать восток, подстанция Винницкая должна работать как часики. Если эти часики поломались, следите за новостями из Винницкой области. Ну, собственно говоря, нам тут люди выражают некоторые свои представления о прекрасном, куда надо наносить удары. Дорогие друзья, вот заметьте, мы с Борисом здесь не говорим, сколько объектов выведено из строя. Мы не говорим, какой объем теперь доступен. Мы обозначаем общую картину. По той простой причине, мы не знаем. Мы вот про подстанции можем рассказать. А все остальное, пожалуйста, в Генштаб, в Министерство обороны, давайте им там советы, они обязательно вас послушают. На справочник, не более того. Отдельно меня, конечно, радуют зрители, которые в чате пишут, что в чате их заблокировали. Что ж, вам большой привет. Это очень интересная ситуация. Большое спасибо, что делитесь своим мнением. Но больше всего меня здесь несколько удивляет, знаете, желание попасть в так называемое колесо генадьбы. Что это за зверь? Это, знаете, когда вот зрада перемога. Просто нам тут пишут, а вот что вот там вот сообщают, что повреждения незначительные, за 3 дня восстановим. Может и восстановят, кто его знает. Понимаете, мы прогнозов не даем. Мы прогнозов не даем. Еще раз, война – путь обмана. И если там что-то кто-то говорит, это не означает, что вам говорят правду. Более того, если кто-то что-то не говорит, это не значит, что этот кто-то чего-то не знает. Понимаете, вот такая вот ситуация. Но зато мы с вами познакомились с энергосистемой Украины чуть подробнее, посмотрели на нее, поняли, что там, скорее всего, есть избыток генерирующих мощностей. И проблема, для местных потребителей сейчас заключается лишь в том, что с каждым разом эту электрическую энергию все сложнее доставлять потребителям, ввиду того, что, знаете, где-то густо, а где-то пусто.
где-то генерирующие мощности есть, но электросетевое хозяйство вот несколько выведено из строя, и теперь соседние области снабжать тяжело. Но зато, вот видите, мэр Харькова сообщает, что все нормально, все, нам все поставят из соседних областей. Ну, значит, там с электроподстанциями все в порядке. По крайней мере, действительно, они могут работать. И поставлять электрическую энергию из соседних областей тоже могут. То есть дело не в том, что там даже не в том, что это энергосистема, которая создавалась для промышленно развитого региона, которая создавалась в условиях противостояния, очень жесткого противостояния, которое могло перерасти в нечто большее, чего никто не хотел, но все к этому готовились. То есть там энергосистема, так уж получилось, что древняя высокоразвитая цивилизация так создала, что энергосистема там имеет двойное, тройное, если не четверное перекрытие с точки зрения надежности. Ну и, учитывая, что сократился спрос, при сохранении даже того объема генерации, который есть вот на данный момент, ну что ж, его все еще, этой самой генерации все еще много. Хотя создаются отдельные энергоострова, по сути.